Всем привет! Сегодня поговорим об одном очень интересном материале. Его используют как утеплитель и наполнитель в куртках, одеялах, мебели и даже игрушках. Многие считают его простым, дешевым и устаревшим. Но без него не было бы современных утеплителей. О каком материале идет речь? Конечно, это синтепон. Материал, который знают все, но мало кто изучал его по-настоящему. В этом видео мы разберемся, что такое синтепон, как и за счет чего он скрепляется, чем он отличается от холофайбера и других современных утеплителей и почему синтепон до сих пор используется в промышленности. Если вам интересно, как устроены различные текстильные материалы, вы на правильном канале. Поехали! А вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и переходите на канал, где каждый найдет для себя что-то интересное. В одном из предыдущих видео я уже немного рассказывал об истории возникновения нетканых материалов и различных способах их формирования. Итак, чем же нетканые материалы отличаются от ткани и трикотажа? Дело в том, что и ткани, и трикотаж производят из пряжи или нитей. Ткани ткут на ткацких станках, а трикотаж вяжут на вязальных машинах. Технология порой может включать 20 и более переходов. А вот нетканые материалы можно производить непосредственно из волокон. То есть в технологическом процессе не нужно ни прядельное, ни ткацкое оборудование. Технология производства очень короткая. Формирование холста из волокон, скрепление его с целью упрочнения и при необходимости заключительная отделка холста. Все, нетканый материал готов. Поэтому и стоимость нетканых материалов в разы меньше стоимости ткани. Но, конечно, и по свойствам они различаются очень сильно. Тем не менее, нетканые материалы сегодня не только занимают определенную нишу, откуда они вытеснили весь остальной текстиль, но эта ниша еще и постоянно расширяется. Например, применение тканых материалов в производстве одежды краткосрочного или одноразового использования, или для сумок и упаковки. Первые нетканые материалы появились значительно раньше, чем термин «нетканые материалы» вошел в оборот. Самые ранние прообразы из Центральной Азии, Алтая, Монголии и Ближнего Востока имеют возраст примерно третьего тысячелетия до нашей эры. Это был шерстяной войлок, который использовался в производстве одежды, обуви, теплых одеял и прочего. В войлоке под воздействием влаги, тепла, давления и трения чешуйки шерсти сцепливаются друг с другом и обеспечивают материалу прочность. Уже в нашей эре в 105 году в Китае изобрели бумагу, которая по сути является разновидностью нетканых материалов. Даже есть такой способ скрепления волокон, который называется бумагоделатель. Китайский чиновник Цай Лунь предложил метод, где в качестве сырья используется кора деревьев, волокна типа конопли, тряпье и рыбные сети. Все это измельчали, перемешивали в воде, а затем полученную волокнистую кашеобразную массу осаждали на мелкой сетке и высушивали, получая листы подобной бумаги. Такие технологии до сих пор, кстати, используются ремесленниками разных стран. Если интересно, посмотрите мой ролик на эту тему из Самарканда. Первые промышленные тканые материалы появились только в середине 19 века, когда производители текстиля озаботились большим количеством шерстяных и хлопковых отходов, которые образовывались в прядении и в ткачестве. Эти отходы стали разволокнять на чесальных машинах, формировать из них что-то типа ваты, а затем скреплять ее разными клеями, типа крахмала. В результате получали нетканый материал, который использовался для подкладок, утеплителей и фильтров. Это были первые в промышленном смысле клееные нетканые материалы. Прорывом же в производстве нетканых материалов стали 30-е и 50-е годы 20 века. Время, когда началось массовое производство синтетических волокон и в первую очередь полиэфирных. Именно в этот период появилось понятие нетканые материалы как отдельного класса текстиля. Стали патентоваться различные способы скрепления материалов, таких как иглопробивное, термоскрепление, мелтблаун, гидроскрепление и так далее. Основная концепция термосклеивания для скрепления тканых материалов была предложена Ридом в 1942 году. Так а что же такое синтепон? Вы, возможно, удивитесь, но это народно-производственное название. Слово синтепон является сокращением, образованным из следующих слов. Есть несколько версий. Первая версия. Синтепон равно синтетический теплоизолирующий материал. А вторая синтепон это синтетическое полотно нетканое. Ну, суть сильно не меняется. Это не строгая аббревиатура и не имеет официальной ГОСТ-расшифровки по буквам. Термин не имеет установленного автора и даты рождения. Но название прочно закрепилось в советской и постсоветской текстильной промышленности. Получается, что синтепоном можно называть любой теплоизолирующий синтетический нетканый материал.
Ну, это так, но все-таки в производственной практике так уже закрепилось, что синтепоном называют объемные нетканые материалы, полученные методом термоскрепления. Такие материалы попадают под российский ГОСТ 57027 2016 года. Полотно-нетканные, термоскрепленные, объемные, синтетические. А зарубежное название этих материалов – термалбондинг. Технология термоскрепления предполагает, что в составе сырья находятся легкоплавкие волокна, которые при расплавлении скрепляют между собой этим расплавом волокна холста. Рассмотрим поподробнее технологию. В качестве сырья при производстве синтепона могут использоваться и натуральные, и химические волокна. В качестве натуральных может использоваться хлопковое или шерстяное регенерированное волокно, то есть полученное из отходов прядельного и ткацкого производства, или волокно низких сортов. Хорошую шерсть или хлопок в синтепон не добавляют, это слишком дорого. Сейчас даже название появилось шерстепон. Это синтепон с добавлением шерсти. Для этого отходы сортируют, производят их очистку, разволокнение и таким образом готовят для добавления в смесь. Химические волокна можно использовать любые, но чаще всего используют полиэфирные, полиэтиленовые и полипропиленовые волокна. Это связано с их широкой доступностью и низкой ценой. Полиэтиленовые волокна же чаще всего получают из регенерированных отходов полиэтилена, в основном из ПЭТ-бутылок. Для этого бутылки моют, режут на флеки, затем расплавляют их и получают гранулят, из которого снова можно получить волокно. Чаще всего современный синтепон состоит из 100% синтетических волокон. При составлении смеси важно, чтобы у компонентов была разная температура плавления. То есть, когда при нагревании один компонент плавится, другой нет. Температура плавления полиэфирных волокон 250-260 градусов Цельсия, а вот у полиэтиленовых 110-130, у полипропиленовых уже 160-170. Также в качестве легкоплавкого может использоваться сополимер полиэфирного волокна под названием КОПЭТ с температурой плавления 110-180 градусов. При нагревании холста до определенной температуры эти легкоплавкие волокна расплавятся и скрепят своим расплавом все остальные волокна, входящие в смесь – хлопковые, шерстяные или полиэфирные. Эти легкоплавкие волокна могут добавляться в смесь в виде обычного волокна, а также в виде порошков, пленок и сеток, которые выполняют ту же функцию. Нетканые материалы, полученные со связующим в виде сетки или пленки, применяют для производства искусственной кожи и швейной промышленности в качестве прокладок. Также легкоплавкий порошок может смешиваться с волокном во время формирования холста. Синтепон, полученный методом порошковой склейки, будет очень мягким, рыхлым и гибким, и, как правило, небольшой прочности. Например, для подкладок, обувных наполнителей и напольных покрытий. Могут даже использоваться волокна с одинаковой температурой плавления в том случае, если нагрев происходит локально в определенных точках для скрепления. Но более распространенной и прогрессивной технологией является применение бикомпонентного волокна. Приставка «би» означает, что каждое волокно состоит из двух компонентов, не смешанных между собой. Бикомпонентные волокна доступны на рынке уже много лет, выпускаются они и в России. Одним из первых было двухкомпонентное волокно Кантрис, разработанное компанией DuPont в середине 60-х годов. В последнее время рынок двухкомпонентных волокон значительно развился благодаря Японии и Корее. Двухкомпонентные волокна обычно классифицируются по структуре поперечного сечения, как двухкомпонентные с оболочкой и сердцевиной, острова в море или сегментированные. Из них для термического скрепления наиболее актуальны схемы соединения бок о бок и ядро-оболочка. Посмотрите на схему. Такая структура называется ядро-оболочка. Ядро это обычный полиэфир, он не плавится, а оболочка полиэтилен, полипропилен или КОПЭТ с более низкой температурой плавления. При нагреве плавится только оболочка, образуя точки термоскрепления, а ядро сохраняет волокнистую форму. Таким образом, каждое волокно выполняет сразу две функции и создает связующее при расплавлении и формирует готовый материал. А на этой схеме структура бикомпонентного волокна бок о бок. Принцип работы такой же, половина волокна расплавится, а вторая нет. При использовании бикомпонентных волокон такой структуры можно получать синтепон повышенной объемности из-за высокой извитости волокон. Для получения бикомпонентных волокон нужны более сложные фильеры для формования волокон, но тем не менее их использование экономически и технологически очень выгодно. Свойства синтепона в значительной мере зависят от количества связующего вещества. Если содержание связующего превышает 50% от общего количества смеси, то материал поведет себя как армированный пластик.
При содержании связующего вещества 10% материал представляет собой объемную, пористую и гибкую структуру с относительно низкой прочностью. ГОСТ 57027 рекомендует использовать следующие смеси. Обычное полиэфирное волокно, бикомпонентное волокно 80 на 20%. Или обычное полиэфирное волокно, бикомпонентное и регенерированное волокно из бутылочных флексов 50 на 20 на 30%. Итак, с сырьем, думаю, мы разобрались. Теперь этапы технологии. Сначала волокна разрыхляют и смешивают в заданном процентном соотношении на специальных линиях. Далее волокна прочесывают на чесальных машинах для разъединения и получения равномерного прочеса. Теперь необходимо сформировать холст необходимой толщины. Для этого используют механические и аэродинамические преобразователи прочеса. На механических холст формируется при многократном наложении тонких слоев прочеса друг на друга с помощью системы транспортеров. Тоненькие, как паутинки, слои волокон накладываются друг на друга и формируют холст. Количество таких слоев можно регулировать. Чем их больше, тем нетканый материал плотнее и толще. На аэродинамических преобразователях прочеса холст формируется на поверхности полого перфорированного барабана, внутри которого создается разрежение воздуха. Волокна осаждаются на его поверхности и формируют холст необходимой толщины. Осталось скрепить волокна холста, чтобы придать им определенную прочность. При термоскреплении применяются два способа: с помощью горячих каландровых валов и с помощью термокамер. Если синтепон не должен быть слишком объемным и предназначен для использования в качестве утеплителя низкой и средней плотности для курток, пальто, прокладочных слоев в швейных изделиях, одеялах, коврах или фильтрах, то для скрепления холста применяются горячие каландры. При этом холст проходит между двумя нагреваемыми каландровыми валами. Валы сжимают холст и передают тепло волокнам. Нагрев происходит очень быстро, и процесс расплавления волокон может осуществляться с высокой скоростью до 350 метров в минуту. Сами валы могут иметь ширину 5 и более метров. Чаще всего один из двух каландровых валов гравированный, ограничивающий степень контакта между валами примерно в диапазоне 5-25% от общей площади. Размер, форма и геометрия рисунка гравюры влияют не только на внешний вид получаемого материала, но и на его свойства. Расплавление волокон происходит только в точках соприкосновения выпуклой части гравюры с холстом, а остальная часть фактически остается нескрепленной. Но этого достаточно, чтобы придать синтепону прочность и при этом сохранить его воздухопроницаемость для обеспечения гигиенических показателей. Если же оба вала гладкие, то с обеих сторон полотна образуется жесткий и плотный слой расплавленных волокон, практически исключающий прохождение воздуха. Применяются также каландровые валы, где нагревается только один из них. Тогда и расплавление волокон произойдет только с одной стороны материала. При прохождении холста через каландр происходит двойное воздействие. Тепловое – это плавление легкоплавких волокон, и механическое сжатие полотна валами. Величина зазора между каландровыми валами определяет степень сжатия холста в момент его скрепления, а значит и толщину готового синтепона. При малом зазоре происходит сильное сжатие холста. Он уплотняется, уменьшается его толщина и пористость. После выхода из каландров объем холста практически не восстанавливается. В результате получаем синтепон низкой объемности, но с достаточно высокой формоустойчивости. Например, для одежных и прокладочных синтепонов. При большом зазоре между каландрами происходит слабое сжатие холста. При этом лучше сохраняется исходно рыхлая структура полотна, волокна скрепляются без сильной деформации, а после охлаждения полотно частично восстанавливает объем. В результате получает более объемный, но менее формоустойчивый синтепон. Он применяется для набивки одеял, декоративных и обычных подушек эконом-сегмента, мебели и игрушек. Здесь объемность важнее формоустойчивости. Важно и то, что при скреплении каландрами мы можем контролировать толщину и плотность синтепона и получить довольно прочный материал, что важно в швейном производстве. Кроме того, на объемность синтепона влияет исходная толщина холста и извитость волокон. Чем выше толщина холста, тем больше объемность. Чем больше извитость волокон, тем также объемность и формоустойчивость будут выше. Также скрепление холста может осуществляться при его прохождении в установленном зазоре между транспортерной лентой и поверхностью нагретого барабана при минимальном давлении. Скрепление при этом происходит только с одной стороны. Такой материал также будет обладать высокой объемностью.
Синтепон максимально высокой объемности получают при прохождении холста без всякого механического воздействия через термокамеру. Полотно на конвейере проходит через печь с горячим воздухом. Цель состоит в том, чтобы быстро нагреть полотно до температуры плавления легкоплавких волокон, пропуская через него горячий воздух, чтобы все волокна нагревались равномерно. При изготовлении объемных нетканых полотен в качестве связующих могут использоваться как термопластичные волокна, так и порошки. При таком способе скрепления обеспечивается равномерный прогрев материала, а сам синтепон сохраняет максимальную пышность и рыхлость. В некоторых устройствах с использованием воздуха в печи предусмотрена верхняя перфорированная поверхность для небольшого сжатия полотна до требуемой толщины, а также для контроля усадки. После выхода полотна из печи его конечная толщина может регулироваться путем пропускания его между двумя каландровыми валиками, которые можно настроить на определенную толщину по мере необходимости, чтобы довести полотно до требуемой толщины. Для охлаждения полотна перед намоткой используют охлаждающие валики, предотвращающие слипание слоев. Этот способ позволяет получать очень пышные синтепоны с низкой плотностью. Также это эффективный способ равномерного скрепления тяжелых полотен по всей толщине, чего трудно достичь с помощью каландров. Такие материалы также используются в интерьерном текстиле и для мягких игрушек. В таблице я привел сравнительные характеристики скрепления синтепона с помощью горячих каландров и термокамеры. Стоит отметить, что все перечисленное оборудование входит в состав единой линии с высокой степенью автоматизации процесса. То есть от загрузки волокна до намотки синтепона все процессы происходят без участия человека. Существуют и другие методы скрепления таких материалов, например, ультразвуковая сварка или инфракрасное излучение. После формирования тканого материала он может проходить различные операции заключительной отделки, в зависимости от его назначения. Например, путем пропитки специальными составами ему можно придать водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, негорючесть или повышенную прочность. Для того, чтобы придать материалу те или иные свойства, используют два процесса. Первый – это пропитка специальными составами. Как правило, это происходит путем погружения в материал в специальную ванну с дальнейшей сушкой. И второй способ – это ламинация различными материалами. Данная обработка позволяет придать повышенные барьерные свойства нетканым материалам. Синтепон ламинируют термоскрепленным спанбондом, мембранной пленкой, алюминиевой фольгой, хлопчатобумажной марлей и другими материалами. Например, ламинация алюминиевой фольгой придает материалу барьерные и другие защитные свойства, а также высокое отражение теплового излучения. Синтепон должен быть мягким, объемным, воздухопроницаемым, хорошо впитывающим и прочным, а также обеспечивать хорошую тепло- и звукоизоляцию. По ГОСТ 57027 такие нетканые материалы должны обладать следующими свойствами. Поверхностная плотность в пределах от 100 до 400 грамм на квадратный метр. Толщина при давлении 0,2 кПа от 3,5 до 10 мм. Неравнота по массе не более 8%. Одежный синтепон должен обладать высокой воздухопроницаемостью от 1000 до 1900 дециметров кубических, приведенных к метру квадратному в секунду. Усадка не более 2,5%. Также очень важными характеристиками синтепона являются его теплопроводность, которая обеспечивает теплозащитные свойства и его устойчивость к многократным деформациям. Главной характеристикой, определяющей теплозащитные свойства нетканых материалов, является суммарное тепловое сопротивление. Это интегральная характеристика способности утеплителя препятствовать теплопередаче. Чем выше этот показатель, тем лучше синтепон сохраняет и удерживает тепло. Для синтепонов эта величина должна составлять 0,25-0,45 метров квадратных на градус Цельсия, приведенный к ватту. За сохранение тепла отвечают воздушные пузырьки между волокнами в структуре синтепона, так как воздух является лучшим теплоизолятором. Значит, чем больше воздушных пузырьков, тем теплее утеплитель. У синтепона 90-98% объема это воздух, поэтому он такой теплый. Максимальное суммарное тепловое сопротивление достигается при мелких, равномерных и замкнутых воздушных порах. То есть, чем более объемный материал и чем более извито волокно, тем больше воздушных пузырьков, а значит утеплитель будет лучше вас согревать. Тонкий, но объемный синтепон будет теплее, чем толстый, но уплотненный. Устойчивость к многократным деформациям определяет, как долго утеплитель будет сохранять теплозащитные функции и не мигрировать внутри одежды.
То есть после деформации синтепон должен максимально восстанавливать первоначальный объем. У синтепона устойчивость к многократному сжатию должна быть не менее 70%. Чтобы проверить качество синтепона, сожмите его в руке, подержите и разожмите. Качественный материал быстро восстановит свою форму. У утеплителей из пуха вместо этой характеристики определяется показатель Fill Power, который показывает, как пух восстанавливает объем после снятия нагрузки. Здесь на первом месте гагачий пух. Определяющий показатель, какой объем занимает 1 грамм пуха. Чем больше, тем лучше. У синтепона это значение примерно в 5-8 раз ниже, но это очень условно. Сегодня синтепон используется как массовый недорогой нетканный материал с умеренными тепло- и амортизационными свойствами. Его применяют в швейной и легкой промышленности, где он используется как утепляющий слой для демисезонных и легких зимних курток и пальто, эконом и среднего сегмента, и для спецодежды с невысокими требованиями к долговечности. Здесь синтепон постепенно вытесняется холлофайбером и другими утеплителями для изделий повышенного качества. Также для текстиля для дома, где синтепон используется как утеплитель и наполнитель для постельных принадлежностей, одеял, подушек, покрывал и наматрасников, а также в мягкой мебели. Здесь его преимущество низкая цена и технологичность, а недостаток ограниченной формы устойчивость при длительной эксплуатации. В сфере упаковки синтепон используют как защитные амортизирующие прокладки при транспортировке и упаковке бытовой техники и мебели. Здесь как раз и нужен дешевый амортизирующий материал, не требующий высоких эксплуатационных свойств. В строительстве и технике синтепон используют как тепло- и звукоизоляционные прокладки, фильтры, а также как дешевый утеплитель. Здесь его применение ограничено, так как синтепон не является конструкционно стабильным утеплителем. Также синтепон много используется как наполнитель для игрушек и для творчества, например, квилтинга и пэтчворка. Существуют и другие нетканые материалы, которые получают методом термоскрепления от объемных утеплителей до плоских полотен. Например, плоские термоскрепленные полотна типа спанбонда и СМС материалов, тонковолокнистый мельтблаун или термоклеевой флизелин. Термоскреплением получают и более совершенные утеплители, такие как холофайбер, синтепух, тинсулейт, совершенно с другими морфологическими и теплозащитными характеристиками. Но это будет темой отдельной передачи, где мы в том числе сравним свойства разных утеплителей. Итак, синтепон это неплохой и не устаревший материал. Это технологический компромисс своего времени, который до сих пор работает там, где важны цена, объем и простота производства. Да, он уступает холофайберу и современным утеплителям по формоустойчивости и по теплозащите. Но именно на синтепоне выросла вся индустрия термоскрепленных нетканых материалов. Если вам было интересно разобраться в материале не на уровне мифов, а с точки зрения текстильного материаловедения, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, о каком нетканом материале сделать следующее видео. Переходите на мой канал, там каждый, кто интересуется текстилем, найдет для себя что-то интересное. Если же вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. До встречи и пусть материалы работают по своим свойствам, а не по названию. Всем привет!